Открытие колбасного цеха – это высокорентабельный и быстро окупаемый бизнес. Сложности при его создании связаны с поиском помещения под цех, которое должно соответствовать санитарным нормам и иметь соответствующие разрешения. Это могут быть бывшие помещения массового пользования, площадь которых должна составлять от 100 до 250 квадратных метров. Если объем производства планируется более тонны в сутки, площадь цеха должна быть от 300 метров квадратных. Для хранения сырья нужно иметь низкотемпературную камеру, холодильники для фарша и готовой продукции. Готовые колбасные изделия не должны иметь контакта с необработанным сырьем. При ограниченном бюджете можно купить мини-цех под ключ. Для его установки нужен участок земли с подведенными коммуникациями. Для производства колбас необходимо специальное оборудование. Это ножи для разделки, измельчения ингредиентов, обвалочные столы, фаршемешалка, мясорубка, холодильные камеры, шприц для набивки оболочки фаршем, кутер для фарша, предназначенного для вареных колбас и паштетов, универсальная печь с дымогенератором для обсушки, обжарки и копчения. Экономить на приобретении оборудования не следует, поскольку от него зависит производительность предприятия. При выборе оборудования необходимо ориентироваться на технологические показатели. Отечественное оборудование обойдется дешевле. Так, холодильная камера стоит от $1600, электромясорубка от 1000, фаршемешалки от $600, ленточные пилы от 300, термокамера от $1450. Аренда помещения обойдется в год в $6000. Для открытия мини-цеха потребуется $10 000. В сумму входит регистрация колбасного цеха, аренда помещения, приобретение оборудования и сырья, зарплата сотрудников. К ежемесячным относятся расходы на приобретение сырья, арендная плата, коммуналка, заработная плата. Рентабельность колбасного цеха достигает 30%, его срок окупаемости от 3 месяцев. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.